Итак, трансляция должна была поехать. Сейчас проверим. Так, YouTube мне пишет, что еще нет. Вот, отлично, вижу картинку на YouTube. Тогда, всем привет! С вами General True, вы на моем видеоигровом канале, и сегодня мы продолжим проходить Genshin Impact. Будем продолжать с того же момента. Привет, Паша. Кстати, как-то странно в чате рестрима я не вижу твое сообщение, а в другом чате рестрима вижу. Как-то с задержкой это все. Окей. Так. Все, Андрей чуть-чуть попозже будет. Он не успевает. Так, хорошо. Все, вроде бы все вижу. Тогда поехали. В прошлый раз мы остановились как раз-таки на поиске того самого ночного героя. И сейчас нам надо поговорить с торговкой. Что со мной не так? Почему же я просто не могу выкинуть его из своей головы? Эй, привет! Мы хотим узнать о полуночном герое. Мой герой? Ой, простите, я просто думала о своем. Постойте, откуда вы знаете, о ком я думаю? Ах, наверное, со стороны это очевидно. О, нет. Что я буду делать, если господин Дилюк узнает? Мне кажется, что именно Дилюк и есть этот полуночный герой. Что? Причем здесь Дилюк? Эх, ладно, я все расскажу. Когда-то я думала, что я и господин Дилюк созданы друг для друга. Но после той ночи, когда меня спас полуночный герой, я не знаю. Правда? Тебе спас полуночный герой? Как он выглядел? Это случилось так быстро, мне было так страшно. Я только помню вспышку огня и чувство безопасности. Я помню его силуэт. Он кажется таким знакомым. Так, вспышка огня, наверное, это глаз Бога. Кто знает? Хотя, если подумать, это и вправду было похоже на пироглаз Бога. Он мгновенно осветил все вокруг. Я это помню. Ну, как раз-таки тоже. У него элемент как раз-таки пиро. Он больше всего огнем пользуется. Ладно. Спасибо за информацию, Донна. Пока. Так, что мы имеем? Богатый человек. Пиро глаз Бога. Не рыцарь Орда Фавониус. Я давно догадался, я с самого начала догадался, что это Дилюк. Я как бы старался на прошлом стриме не спойлерить. Вот, но на этом я уже понял. Точнее, я уже не понял, я уже заспойлерил. Концовку. Все равно непонятно. Мы уже всех расспросили, а так и не встретили его. Давай погуляем по городу. Если повезет, то мы сами наткнемся на него. Так. С 18:00 до 6:00. Блин, как там время скипнуть? Я уже не помню. Кстати, проверим. Почта пришла. Так, получить. Получить. Да, кстати, я со всеми галочками не справился еще. Так, экспедиция.
Получить. Получить. Что у нас новенького? На бабло. Ну, бабло нам не нужно. Пусть будет опять же сюда. Кого я там? Лизу отправлял. Сюда. Я Барбару отправлял. Наверное, на этом стриме я все еще Барбару не буду, скажем так, апать. И смотреть, что она может. Попозже этим займусь. Но на Барбару я не забиваю болт. Из Барбары я как раз таки и сделаю очень сочного саппорта. Но чуть-чуть попозже. Так, повысить уровень. Подтвердить, да. Так, 40-й у нас берет Сахароза. Хорошо. Блин. Так и знал, что сейчас чихну. Ура. Так. Оружие. Посмотрим, что у нас есть новенького. У нас есть новенький лук. Восстановление энергии, блин. Ну и ладно. Тогда Эмбер отдам. У Эмбер все равно говнище. Так. Сменить. Улучшить. Авто. Авто. Так, больше ничего нет. Понял. Авто. Так, хорошо. Значит, у нас есть 99. В принципе, намного лучше, чем было. Эмбер хотя бы немножечко начнет урон наносить. Так, здесь у нас говнище. Здесь у нас тоже говнище. Здесь может быть какие-то... А, нет, у меня сила атаки. Окей, это лучше. Это лучше. Хорошо, с этим разобрались тогда? Или разобрались? Ну и неважно. Так. Наверное, все-таки дойдем этот квестик до конца. Тогда уже будем дейлики делать. Так, как там делать перемотку времени? Я уже по Ведьмаковому, блин. Еще мне наяривают во время стрима. Сейчас я буквально на 20-30 секунд отвлекусь. Я пока что поставлю паузу, чтобы можно было скипнуть, если что. Сейчас я быстренько перезвоню, а то мне наяривают, не дают спокойно постримить. Я быстро. Итак, я вернулся. Как и говорил, я быстренько. Сейчас разберемся с пропуском времени. Так, меню часы, понял. Меню часы, часы. Часы я не вижу. Карта персонажа, инвентарь, задание, достижения, друзья, отряд, магазин. А, время. Время, вижу. Так, надо после 18 перемотать, да? После 18, давайте 19:49. 19:49 это как раз нормальная тема. Почему 19:48, а не 49, а? Что-то как-то подозрительно нехорошо. Так. Сюда надо, да? Хорошо, хорошо. Побежали.
Угу. Я уже увидел. Так. Я сначала прочитал все так лампово, думаю, блин, стрим хвалят, а потом увидел, что это разговор про Геншин, и думаю, ну ладно. Ну ладно. Так. Где же этот Дилюк, блин? Задолбал уже, вылезай. Да, это хорошо, это хорошо. Так. Полезем наверх, посмотрим. Отсюда, я так думаю, будет лучше видно. А, вон туда надо. Все, увидел. Увидел. Какая-то табличка, да? Доска объявлений торговцев. Специальное предложение от Таверы «Доля ангелов». Скидка 30% на любую бутылку для новых клиентов. Угу. Это не то, что мне нужно. Я, конечно, все понимаю, но... Бухать я сейчас не хочу. Так. А где же он спрятался, зараза? Ну, там я его не вижу. Я должен что-то найти. Вы в зоне цели. Что я не могу? Я все могу. Если постараюсь. Вниз спустись, окей. Угу. Я понял. Привет, привет. Да, видишь, я только на стримах качался, я ж не... Это вот. И то даже некоторые дни я пропускал, стримов не было. Значит, полуночный герой — это Дилюк? Не ожидал встретить вас здесь, учитывая, мимо скольких охранников мне пришлось проскользнуть. Так. Полуночный герой? Какое банальное прозвище. Вы ничего оригинальнее не могли придумать? Мы? Ты что, не слышал? Весь Mondstadt говорит о полуночном герое. Даже кошки и собаки. Мне нет дела до празднования болтовни. Но с другой стороны, это лишнее подтверждение мира и спокойствия на улицах города. Мы раскрыли тайну полуночного героя Mondstadt'а. А теперь, мистер Полуночный герой. Пожалуйста, перестань меня так называть. Глупое прозвище. Согласна. Самое глупое прозвище на свете. Дилюк, тебе надо придумать что-то свое, оригинальное. Что-то типа... Капитан Капитан Справедливость. Спасибо, Капитан Очевидность. Скажите нам, Капитан Справедливость, что здесь произошло? Орден Бездны. Опять эти ребята? Так видно было, что один из Ордена Бездны, блин,
Грёбаный ледяной маг, который похож на этого, на пингвина какого-то. Ох уж эти слепые персонажи. Привет, привет. Чё-то ты очень-очень редко как-то начал появляться. Что там происходит у тебя-то? Не знаю, что они замышляют в этот раз. Похоже на разведку. Учитывая, сколько раз я оказывался на шаг впереди, удивительно, что они не сдаются. Все это время ты справлялся с ними в одиночку? Думаю, да. Или ты знаешь еще каких-то полуночных героев? Большинство рыцарей в Ордене ни на что не годятся. Я не могу доверять им столь важную работу. Впечатляет. Я делаю это не ради похвалы. Надеюсь, мне удалось удовлетворить ваше любопытство. А теперь позвольте попросить вас об одной услуге. Что? Господину Дилику нужна помощь? Держите мою личность в секрете. Мы не можем допустить, чтобы рыцари Ордо Фавониус поняли, что я как-то замешан в этом деле. Да, он как-то на пингвина мне вообще похож. Я не знаю почему, на какого-то пингвина в маске. Вот такая у меня ассоциация, я не знаю почему. Так, ну, работа это зло, в особенности, если она занимает очень много времени. Уж кто-кто, я точно тебя понимаю. Угу. Ну, Warcraft 3 такое, конечно. Это на любителя очень сильно. Ну, ты смотри, если тебе весело, это самое главное. Ну и про стримы не забывай все-таки, как бы, я ж тебя жду. А ты не приходишь. Нехорошо так делать, нехорошо. Что это за звук? Орден Бездны так быстро прислал подкрепление? Это всего лишь мелкие приспешники. Вы и сами можете с ними справиться. У меня нет времени на эту мелочь. Оставлю это дело вам. Запомните, никому ни слова. Эй, вот так просто взял и ушел? Ну, это понятно, что это классика. Тут никто даже не сомневался. Но эти со щитами немножко вызывают проблемы для двурука, но такое. Только когда блокируют какой-то завершающий удар отталкивающий. Эй, вы двое! Что тут за шум? Все в порядке? Ну да, 400 тысяч это немало. А что ты ему качнул-то? Все в порядке? В порядке? Да, все в порядке. Или вы про полуночного героя? Он... Полуночный герой? Вы его видели? Угу. Она сказала, да, по правде говоря, вот он ваш полуночный рыцарь. А, вы тот самый герой Mondstadt. От лица всех горожан и рыцарей Ордо Фавониус, благодарю вас за помощь, оказанную нашему городу.
Ой, не стоит. Мы просто делаем свою работу. Погодите, вы же пришли в город совсем недавно. Слухи о полуночном герое начались задолго до вас. Зачем вы обманули меня? Ну? Эх, ладно. Я знаю, что вы хорошие ребята. Может, как-нибудь зайдете в штаб Орда Фавониус? Я хочу поговорить с вами о полуночном герое. Некоторые вещи не стоит обсуждать у всех на виду. Ну ладно, долго зовет. Мне пора идти. Всего доброго, путешественники. Так. Кажется, Кофман хотел что-то нам рассказать про полуночного героя. Пошли навестим его в Орда Фавониус. Так. Раз у нас квест не закончился, значит мы идем его доделывать. Хи-хи-хи. Мне кажется, что он знает, что это Дилюк, но не хочет никому говорить. Есть такое ощущение жесткое. Сначала такой, фух, есть на кого повесить, что он герой, а потом такой, блин, он же не подходит. Так, Хоффман. Неплохо, неплохо. Если бы я еще шарил в этих цифрах, я бы мог за тебя порадоваться. А так, я пока что не шарю. Хоффман. Ах, это вы. Спасибо, что пришли. В тот раз мы говорили о полуночном герое. Вы можете рассказать о нем что-нибудь еще? Можно сначала спросить, в чем дело. Ах да, конечно. Сперва я сам должен рассказать. Где мои манеры? Как бы то ни было, ситуация у нас такая. Взгляните. Так, господину полуночному герою. Слишком долго. Твое лицемерие и самовлюбленное правосудие. Настоящим мы заявляем, мы выступим вечером, подтянуть все силы к главным воротам Монда ровно в... Если ты еще твердо следуешь принципам твоей так называемой справедливости, не в тени, а если не в тени, а честно прими, иначе за твои деяния придется расплатиться Мондштадту. Угу. Боги, ну и подчерк. Можно посмотреть поближе? Почти ничего не понятно. Именно. Написано хоть и на нашем языке, но больше напоминает какой-то шифр. Однако, из незашифрованных частей можно понять общую суть. Это официальное объявление войны полуночному герою от Ордена Бездны. Это значит, что злодеи хотят избавиться от полуночного героя насовсем? Именно. Поэтому мы ищем способ с ним связаться, чтобы вместе подготовить ответные меры. В конце концов, это дело перестало касаться только полуночного героя. Теперь оно касается всего Мондштадта. Спасибо, что поделились с нами информацией. И если что-либо разузнаете, пожалуйста, сообщите мне в первую очередь. Объявление войны от Ордена Бездны. Бедный Дилюк. Боюсь, ему это не понравится. Быстрее, нам нужно ему
все рассказать. Так, побежали тогда. И где он, блин? Какого хрена? А, он же на винокурне, точно. Я забыл уже. Думаю, что такое? Какого хрена он так далеко? Он же там живет. Да. Так. Проблемы Лилиан. О, еще квестик есть. Прочитаем. Хорошенько все почистите и вымойте. Первое впечатление клиентов самое важное. Простите меня. Мы будем внимательнее. Так, что случилось? Приветствую, путешественница. Добро пожаловать в винокурню Рассвет. Буря прошла, но мы все еще наводим после нее порядок. Я как раз пытаюсь организовать уборку, но Моко и Хили, они просто... Простите меня. Мы будем внимательнее. Вы это уже говорили. Если у вас есть время на извинения, вам стоит потратить его на уборку. Пошевеливайтесь. Ох уж эти девчонки. Ну почему они такие небрежные? Они так с уборкой никогда не закончат. А ведь еще нужно убраться внутри. Давай я помогу. Ты подметать умеешь? А, ладно. У нас так мало работников, что любая помощь не помешает. Пойдем внутрь. Там много где нужно убрать. Так, хорошо, квест мы приняли, но сейчас будем дальше делать этот. Пони-видео. Надеюсь, это видео, где кто-то катается на пони. Если нет, то это как-то вообще зашкварно. Дилюк, у нас для тебя плохие новости. Мы только что были в World of Avonius и... Объявление войны? Я в курсе. Спасибо, что проделали этот путь, чтобы оповестить меня. Но как? У винокурни Рассвет есть информаторы. Не только в криминальном подполье. О, ну это как бы зашкварно. Не знаю, я таким не маялся в свое время. Ну я, конечно, и постарше, наверное, чем вы. Но в любом случае. В мое детство это были покемоны. Это был Шаман Кинг. И что там еще такого было прикольного? Жизнь с Луи вроде бы. Эй Арнольд и тому подобное. Вот это все мое время. Это как бы... Когда я еще мелкий был. Вот то, что я смотрел. Здорово. Каков наш план, господин Дилюк? Я готов выслушать ваши предложения. Стоит объединиться с рыцарями, подождать на винокурне? Нет. Так мы только сыграем на руку Ордену Бездны. Они рассчитывают, что таким образом я открою свою личность перед рыцарями Order of Avonius.
Если Орда Фавониус узнает, кто я, то они будут пытаться вмешаться во все мои дальнейшие планы. Наруто не шел в то время ни по телевизору, нигде. Мне ж почти тридцатник, что ты хочешь от меня? Наруто я позже смотрел, пересматривал, уже, скажем так, в зрелом возрасте. Сколько это было? Ну, короче, начал я Наруто смотреть, это где-то когда второго сезона вышло примерно 200 серий, плюс-минус. Вот это я тогда начал смотреть первый сезон, досмотрел его, посмотрел второй, и второй уже смотрел в онгоинге, часто читая сначала мангу и потом уже смотря экранизацию. Ну, я понял. Как бы не подходит. В 20 лет я бы точно не сидел, My Little Pony не смотрел. Я тебе больше скажу. Я посмотрел весь One Piece. Я, скажем так, где-то с 500-й, где-то так, 600-й серии начал читать мангу в онгоинге. Манга, кстати, намного интереснее, чем экранизация. Экранизация очень затянута относительно манги. У манги все быстрее происходит. И, как по мне, читать намного интереснее, чем смотреть. Но в экранизации тоже бывают свои приколы, свои прикольные фишки. То, что сложно понять, скажем так, в виде манги, часто очень хорошо показывается в экранизации. Или же классно прорисовываются там какие-то определенные сцены и так далее и тому подобное. Да, конечно, весь One Piece. Только последние где-то серий 70 я, наверное, не смотрел, ну потому что я мангу просто читаю. Сейчас арка в стране Вано идет, и сейчас как раз-таки идет сражение между Кайдо и объединенными силами. Не, One Piece я не озвучивал. Я какое-то время Наруто озвучивал. Было несколько серий. И вроде бы Хвост Феи, который Fairy Tail, я тоже вроде бы озвучивал. Но я уже не помню, если честно, сам. Это было очень давно. Это было очень давно. Я много тайтлов разных озвучивал. У меня где-то почти все есть на жестких дисках у мамы. Так что, в принципе, я достать могу, посмотреть могу, что там у меня было. Да, Fairy Tail точно было, я помню. Еще тогда я его смотрел, я так и не досмотрел, кстати, Fairy Tail. Наткнулся на филлеры, филлеры были... Блин. Я, короче, когда я озвучивал, это были где-то вроде бы до скачка. До временного скачка, это где-то в этом промежутке было. Я немного озвучивал, я там озвучивал всего серии 10 вроде бы. Так, да, блин. Читаю чаты, отвечаю на чаты, не успеваю даже играть. Так. Ну, я понял, что это про пони. Fairy Tail был, в принципе, достаточно интересным, если бы не эти филлеры, которые я встретил, из-за которых я, собственно говоря, и дропнул, потому что было очень много, большая филлерная арка, плюс вот этот вот перепад во времени меня, мягко говоря, не очень впечатлил. И как-то я решил дропнуть. Хотя, в принципе, сам же читаю этого же автора Rave Master. У него есть манга. Экранизации вроде бы нет. И Rave Master мне, в принципе, нравится. Я уже где-то сколько? Глав 350 прочитал, плюс-минус. То есть, мне нравится. При этом Fairy Tail я дропнул где-то на 120 серии. Примерно, плюс-минус.
Вот. Насчет парней я вообще не смотрел. Вот. В конце концов, ни одна могущественная организация не хочет, чтобы их превзошел кто-то посторонний. Это да, если была такая возможность. Я-то смотрел Fairy Tail тогда в онгоинге. То бишь я смотрел по одной серии в неделю. Вот, и мне просто надоело. Я просто скипнул и забил. У меня все равно в очереди тайтлов на просмотр только из аниме больше 400, мне кажется, ближе к 500. В ПТВ. ПТВ это Plan to Watch. Планы на просмотр. Есть еще ПТР, это Plan to Read. Это касается манги. Типа в планах на чтение. Еще из манги тайтлов 30 где-то есть на то, чтобы почитать. Из них больше половины уже законченных, там по 800 плюс глав. Так что у меня есть что смотреть и читать. Так, да, Орден Бездны добавил нам проблем. Подлые мерзавцы. У меня есть одна идея, но сперва мне нужно собрать больше информации. А именно, понять, о чем говорится в зашифрованных частях письма. В зашифрованных? В тех, от которых у Пайман начинают болеть глаза? Это должен быть шифр, понятный только Ордену Бездны. Возможно, его используют для переписки между членами организации. Невозможно, а такие есть, и кто-то предатель World of Avonius. Это как бы очевидно. Зачем им отправлять такое понятное только им самим сообщение? Значит, это письмо содержит не только вызов мне, но и приказы для них самих. Когда становишься героем для одних, тут же становишься врагом для других. Я и так уже давно являюсь врагом Ордена Бездны. Они наконец-то сделали меня целью, против которой объединятся их отряды. Вау, чтобы быть супергероем, обязательно нужно быть настолько умным. Я всего лишь понимаю своих врагов. Как я уже говорил, герои и злодеи — две стороны одной монеты. Ну так что мы планируем делать с непонятной тарабарщиной в письме? Как мы ее поймем? Очень просто. Когда что-то не ясно, лучше просто спросить. Мне удалось выяснить расположение их крепости. Угу. Можешь ко мне присоединиться, если хочешь. Конечно, хочу. Так. Еще квест. Что ж так дофига квестов-то? Ох, этот шторм так раздражает. Что произошло? А, это вы, путешественница. Господин Дилюк говорил о вас. Он сказал, вы опытный и весьма умелый искатель приключений. Ой, но я не о том. Вы пришли к нам на винокурню Рассвет, чтобы подобрать вино? Простите, но вы пришли не в лучшее время. Из-за недавнего шторма 3 дороги, ведущие из винокурни, стали непроходимы. Хотя рыцари Орда Фавониус очень быстро расчистили беспорядки, учиненные штормом, но монстры в округе будто обезумели и почему-то вышли на дороги. Люди могут пройти в обход, но телеги нет. Мы не можем ни вывести вино, ни получить сырье. Это печальнее всего. Но до меня доходили слухи о ваших приключениях. И я знаю, что ваше мастерство велико. Понял. Быть может, если вам не трудно,
вы не могли бы помочь нам навести порядок на дорогах? Блин, что-то я немножко заикаться начинаю. Блин. Дилюк защищает город и не может расчистить собственные дороги. Это как бы гениально. Это шедевр. Эти побочки, конечно, это просто нечто. Давай, иди. Чаек — это важно. Замечательно. Спасибо вам за желание помочь. Я отмечу эти дороги на вашей карте. Пожалуйста, помогите нам. Так. Проблема с ветром. Очистите дорогу от монстров и других препятствий. Так. А вообще, много классных аниме есть. Много чего я смотрел в свое время. В принципе, могу даже много чего посоветовать, но это очень субъективно все. Потому что есть часть тайтлов, которые мне очень зашли, которые имеют там по 6,5 баллов. Есть тайтлы, которые мне вообще не зашли, у которых чуть ли не 10 баллов. И т.д. и т.п. Сейчас я буду пересматривать Титанов, чтобы было понятно. Мы вот скоро начнем. Атака Титанов. Шингеки но Кёджин, который. Вот, как только, так сразу. Тем более, что там 4-й сезон скоро начнет выходить, там туда-сюда. Так что надо первые 3 сначала глянуть. И приготовиться к 4-му, чтобы как бы быть готовым к завершению истории. И т.д. и т.п. Так. Пришли. Орден Бездны любит устраивать лагеря в такого рода заброшенных руинах. Пойдем. Действовать нужно быстро. Окей, пройдем тогда храм. Ключ к шифру. Расследовать убежище. Давайте ключ к шифру. Так. В принципе, все элементы у нас есть. Привет, Изан. Так. Сундучок. Так, что тут у нас? Так, надо спускаться. Так. Угу. Я понял, здесь будет полно невидимых стен. Невидимые стены — это прям частая тема здесь. Угу. Прикольно. У него 3 удара огнем, получается. Первый, второй, третий. Это прям жестко. В особенности против ледяных монстров это реально жестко. Без шуток. Так, открыть дверь. Окей. Бум. И дэмэджа притом вносит очень немало. Это что, долбанулся или что?
Не, Дилек прикольный. Мне, в принципе, нравится. Еще бы было легко его достать. Что, как мы понимаем, в принципе, почти невозможно. Так. Но у него очень долгие удары. Если вот именно физухой бить, то надо жестко в тайминге попадать, потому что монстру какому-то с каким-то толчком очень легко контратаковать. Зато удары огнем очень быстро наносятся. Их как-то заблокировать или оттолкнуть меня в этот момент очень сложно. Так. Хорошо. Смешарики, вы чё? Сейчас я вам объясню, что вы не правы. Так. Хоп. Убили моего Дилюка, сволочи. Ну все, я вам сейчас отомщу за это. А, это Гидра, кстати. Я думал, что это ледяной. Я опять путаю ледяных и водных. Да вы задолбали уже. Так, я понял.
Да ты задолбал уже. О, наконец-то добили. Как вы меня здесь нашли? Ордо Отбросиус. Я не из Орда Фавониус. А теперь говори, каков ваш план? Письмо все-таки дошло до тебя? Славно! Если думаешь, что я расскажу тебе все наши секреты, то ты глубоко заблуждаешься. Похоже, ты не понимаешь, в какой ситуации оказался. Жечь ладонью огненной кары. Ты используешь глаз Бога, чтобы пускать пламя из рук. Горячо. Посмотрим, насколько тебя хватит. Жечь. Стой, остановись, пожалуйста, больно. Прошу, не надо. Попробовать расспросить о планах. Я скажу, все скажу. Прошу, не надо. Я все скажу. Орден. Они собрали силу, которую объединяет ненависть к полуночному герою. И они двинули к городским воротам Монштадта. Двинуться. Завтра в 10 вечера. Я больше ничего не знаю, пожалуйста. Не надо меня больше жечь. Это все? Надеюсь, ты не настолько глуп, чтобы скрывать что-то еще. Так, я где-то редиску видел. А, вон. Вон редиска. Ну вот я ж говорю. На пингвина похож. Так. Хорошо, это мы прошли. Идем тогда дальше. Этой информации достаточно. Теперь мне нужно подготовиться. Буду благодарен, если ты будешь держать меня в курсе планов Орда Фавониус. Так точно, господин Дилюк. Все, что пожелаете. Чего это ты так вдруг? Ну, в связи с последними событиями. Господин Дилюк официально занял первое место в моем личном списке людей, которых нельзя раздражать ни при каких обстоятельствах. Так, и летим тогда сюда. Кстати, сюжетка достаточно длинная. Мы кусочек на прошлом стриме проходили, на этом уже 54 минуты. Что же нам делать с объявлением войны, если не получится найти полуночного героя? Ах, это вы. Скажу честно, непростое это дельце. Я только что с совещания. Мы обсуждали наши дальнейшие действия. И знаете, что мы решили? На все забить? Вам бы все шуточки шутить. Нет, Орда Фавониус не может стоять в стороне, когда Монштадту угрожает опасность. В противном случае, люди начали бы больше доверять полуночному герою, чем рыцарям. Понятно. А каков тогда план?
установить личность полуночного героя и предложить ему защиту. Защиту? Кажется, он и без вашей защиты неплохо справляется. Ладно. Вы помогли Ордену в прошлом, поэтому я вам скажу по секрету. Так, она очень длинная, но это я уже увижу, блин. На самом деле защита — это всего лишь прикрытие. Наш план — взять это дело полностью на себя. То есть вы не хотите дать полуночному герою погеройствовать? Ну почему? Во-первых, чтобы доказать народу наш авторитет, горожане должны знать, что они всегда могут положиться на рыцарей, даже если не будет никакого полуночного героя. Во-вторых, Орден Бездны не знает пощады. Если с полуночным героем что-то случится, это только раззадорит злодеев. Ничего себе! Никогда не подумала, что Орда Фавониус такие сентиментальные. Но сначала нам нужна личность полуночного героя. Без нее ни один план не сработает. Не нужно так убиваться, Хоффман. Просто делай, как я говорю. Вроде бы мне говорили, что сюжетка есть только до 20 уровня, но как бы я уже... точнее, до 20 уровня приключений. Но я как бы уже... Даже 21, у меня все еще сюжеток очень много. Так что как-то так. Возможно, это имеет в виду, что основные сюжетные квесты, что их уже не будет, будут такие вот дополнительные. Это же дополнительные, это же не основной. Капитан Кэя. В последнее время господин Дилюк каждый вечер подменяет бармена в доле ангелов. Поручаю тебе в это время не спускать с него глаз. Ну как, справишься? Так точно, капитан Кэя. Вы хотите сказать, что господин Дилюк и есть полуночный герой? Кто знает, кто знает. Это всего лишь догадка. Он сказал раз в 5, блин, длиннее, что он очень подозрительная личность, и за ним как минимум стоит немного понаблюдать. Мы сегодня узнали столько нового о рыцарях. Но я все еще не понимаю, почему Кэя так уверен в том, что Дилюк — это полуночный герой. Нам надо скорее на винокурню и обо всем ему рассказать. Да, сюжетки будут дальше, но как бы это понятнее сказать. Игра достаточно масштабная. И, скажем так, сделать ее так, чтобы выпустить все сразу, это, мягко говоря, очень сложно. Поэтому и существуют такие вот игры, как MMORPG и тому подобное, где контент добавляется постепенно, понемногу. То есть разработали какую-то часть, там, хоп, выложили это дело, чтобы игроки могли проходить, и сама игра могла приносить прибыль. Вот точно так же и здесь. То есть ее постепенно, понемножечку будут обновлять, добавлять там новых персонажей, новые сюжетные квесты, новые дополнительные квесты, новые механики и так далее и тому подобное. Это все будет позже. То есть фактически можно на нее смотреть как на MMORPG, но с очень слабой MMO составляющей. Вот примерно такой же путь она будет проходить. Можно еще смотреть на нее как на игру-сервис тоже. Вполне возможно, хотя это не совсем то. В принципе, Genshin Impact даже не охарактеризуешь каким-то отдельным жанром. Можно сказать только одно, это точно RPG. А вот остальное
какие там жанры, поджанры, туда-сюда. Ее невозможно описать, она слишком уникальная в этом плане. Автоприцел на телефон вполне возможно, что сделают после того, как будет порт на Nintendo Switch. Потому что они, как видишь, геймпады не работают ни хрена вообще. Они никакой заточки под геймпады не делали. А раз не было заточки под геймпады, значит и под телефоны они все это дело портировали, скажем так, правой рукой левой ноги. Поэтому, как только они это все дело доработают, так сразу будет. Еще раз повторюсь, игра очень масштабная, и она требует гораздо больше ресурсов, чем ты можешь даже себе представить. Короче. Основной персонаж ломает ветром, этот не может сломать ветром. Зашибись. Да, но почему даже на телефонах она не поддерживает геймпад? Я говорю немножечко не о том. Я имею в виду несколько другие аспекты. То есть геймпады не добавили даже в телефоны, хотя обычно это все дело достаточно быстро портируют и добавляют. Кстати, здесь много книжек, я смотрю. Надо все стырить. А то я не стырил еще. Пьяница и волк. Пока меня сюда пускают, надо бы все это дело красивенько стырить. Как говорится, тихо стырил и ушел. Называется нашел. Так, достижение выполнено. Во-во-во-во-во. Я же о чем я говорю. Что они планировали с самого начала сделать что-то типа игры-сервиса. Но на самом деле, то, что у них получилось, превзошло все их ожидания. Собственно, из-за чего они и решили портировать на остальные платформы. Так, хорошо. Книги все стырили, которые можно стырить. Ну, по крайней мере, управление с ПК, вот с клавиатуры, с мышки, достаточно удобное. Так что, как минимум в этом плане, они все сделали хорошо. Дилюк, нам нужно рассказать тебе кое-что очень важное. Насчет Кэи. Можно было сразу догадаться, что он это так просто не оставит. Вы недолюбливаете друг друга, верно? Это не имеет значения. Важно то, что рыцари отреагировали именно так, как я и ожидал. Теперь нам нужно продумать дальнейший план действий. Для начала не стоит возвращаться в таверну. Нельзя. Тогда рыцари станут меня подозревать еще больше. Кэя на это и рассчитывает. И что же тогда делать? Дайте мне немного подумать. В тишине. Если они хотят устроить слежку, мы не будем им мешать. Алиби нам не помешают. Алиби? Что за алиби? Окажите мне услугу, и я объясню.
Заинтриговал. В садах к северо-западу отсюда выращивают лучшие в Mondstadt туманные цветы. Вокруг сада также растут и дикие цветы. Буду весьма благодарен, если вы принесете мне немного тех цветов. А я пока займусь подготовкой. Ну, скажем так, автоприцел это просто, скажем так, фишка консолей. То есть в том числе того же Nintendo Switch и тому подобного. Это когда система автоматически помогает прицеливаться. И если у них никакого фактически опыта в работе с консолями из ПК нет, то неудивительно, что они этого не добавили. Так что жди, надейся, что так и будет. Но пока что непонятно, как оно будет. Отдайте Дилику 4 туманных цветка. Так. Я изобрел новый экстракционный метод для туманных цветов. Пожалуйста, держите его в секрете, пока он не будет опубликован в открытых источниках. Ах, вы вернулись. Позвольте представить вам нашего главного винодела. Столько туманных цветов. Мне терпится увидеть результат. Ты уверен, что оборудование выдержит такой уровень чистоты? Только подумать, я разговариваю с самим владельцем винокурни. Не нужно волноваться, господин. Я буду служить вам, даже если это будет стоить мне моей жизни. Стоит жизни? Что вы замышляете? Я пока пойду. Чем раньше начнем... Нет, скорее всего, неудобно кому-то и так. Возможно, что прошения такие подступают, но как бы понятнее объяснить. Есть студия, которая разрабатывает, допустим, игры одного типа, да. Скажем, допустим, это будет мобилки. Разрабатывают под мобильные платформы игры. Они идут, продаются. Тут кому-то из... возможно, геймдизайнера, возможно, еще кому-то такому, пришла в голову идея сделать более масштабную игру и посмотреть, что вообще будет. Решили выделить на нее ресурсов. Выделили часть штата для того, чтобы сделать эту игру. Потому что остальные продолжают заниматься теми же мобилками, которые были до этого, для того, чтобы сильно не рисковать, чтобы не ставить все деньги на кон, скажем так. Разработали эту игру. И, собственно говоря, ее выпустили. Внезапно для всех, в том числе для них самих, игра стала хитом. И что им в таком случае делать? Суть в том, что у них есть отлаженная система работы. То есть, как это все коммуницируется внутри и так далее и тому подобное. Если они хотят делать что-то новое для этой новой игры, которая стала хитом, это, мягко говоря, не так просто. Потому что для того, чтобы разработать какие-то определенные аспекты, у них нет соответствующих специалистов. Специалистов нужно найти. Их нужно проверить. Нужно подписать с ними контракт. Нужно посмотреть, как они работают. Нужно выделить для них место. Нужно, скажем так, влить их в коллектив. Заставить, чтобы они работали по одной схожей схеме и так далее и тому подобное. Это все требует нереального количества времени. Потому если это что-то кардинально отличающееся от того, что они делают в обычной жизни, не стоит ждать изменений прям моментально. Этого не будет. Им нужно время, и потом нужен приличный кусок времени для того, чтобы все это дело, скажем так, поставить на конвейер, не знаю, как понятнее сказать. Так что прям в ближайшие там 2-3 дня не стоит этого ждать. Это будет не быстро, если это что-то кардинально другое, чего не было в их проектах до этого.
Так, водички я попил. Зачем ему столько туманных цветов? Хочет маме букет подарить? Если коротко, пару дней назад эксперты свинокурни экспериментировали с новыми вкусами. Они хотели выяснить, придает ли вину освежающий аромат добавление туманного цветка. Вкус оказался действительно чарующим. Более чем. Значит, это вино неплохо продается? Нет, оно начало привлекать только слаймов. Чтобы выжить, слаймы полагаются на экстракты элементальной энергии. Они не могут устоять перед нашим вином. Сколько вреда можно нанести, зная эту информацию? Заставляет задуматься. Что это за шум? Ну, это да. Ну, могу сказать только одно. Эта игра сейчас приносит нереальное количество денег вот этой вот фирме. Так что я более чем уверен, что как минимум в ближайший год ее будут постоянно развивать, расширять и так далее и тому подобное. Можно в этом не сомневаться. И в нее начнут вливать еще больше денег, чем вливали до этого. Так что в этом можно не сомневаться. Холодно. Господин Дилюк, очистка завершена. Но оборудование... Великолепная работа. Не волнуйся за оборудование. Я прикажу дворецкому немедленно заказать новое. Мистер Дилюк живет на широкую ногу. Это то, о чем я говорил. Экстракт туманного цветка. Для удобства назовем его элементальной приманкой. Вау, какой сильный элементальный запах. А как нам его проверить? Плесните немного на землю, вон там. Только будьте осторожны. Совсем чуть-чуть. Сейчас появятся слаймы где-то. Поговорите с Дилюком, окей. Вот столько достаточно? И долго ждать? Ух ты, оно и вправду привлекает слаймов. Даже сильнее, чем мы думали. Эффект превзошел все ожидания. Нужно с ними разобраться прежде, чем они разгромят все поместье. Иди сюда, говнюк. Чё ты спрятался? О, каменные. Ах, вы ж нехорошие. Я так понял, когда я кьюшку активирую, у меня дэмэдж с дубинки становится магическим вместо физического.
Именно поэтому я не наношу по этому никакого урона. Хотя обычной дубинкой я наношу урон. Забавно. Фух, такой сильный эффект от такой маленькой охапки цветов. Ну, хоть не зря мы их собирали. Ладно, господин Дирюк. Ты можешь наконец рассказать, что ты там задумал? Да, мой план состоит в том, чтобы намазать все этим гребаным экстрактом цветка, и чтобы они занимались отбиванием слаймов, пока он может спокойно сделать то, что он хочет. Скорее всего, как-то так. Вот и весь план. Ты уверен, что это сработает? В твоем плане есть только ты сам? С самого начала С самого начала был только я один. И с новыми проблемами справиться тоже должен я один. Ну ладно, раз ты уж так решил. Но все равно, Пайман и путешественник будут тебе помогать. Так ведь? Да. Я и вправду у вас в долгу. А теперь давайте следовать плану. Увидимся в таверне. Так. Все, картофан забрали. Хорошо. Так. Что у нас по времени? 1 час 17 минут. О, так у нас еще есть время. Мы просто еще дейлики не сделали. Ну, ничего страшного. Еще успеем. Так. Угу. Дождаться вечера после 19. Окей. Так, достижение, кстати. А ну, кстати, нам хватает или нет? 1832. Нам хватает. Что, будем крутить рулетку? Или не надо? Кто за рулетку, плюс в чат. Посмотрим, сколько желающих. Еще разочек можно прокрутить сейчас. 1600 же нам нужно вроде бы. Да, 1600. Ну, я так и понял, что желающие сразу найдутся. Давайте тогда попробуем. Подтвердить. Так, лук ворона. Холодное лезвие. Меч небесного всадника. Сахароза. Сахароза у меня уже есть. Лук ворона. Эпос о драконоборцах. Предвестник зари. Черная кисть. Эпос о драконоборцах. Клятва стрелка. Собственно говоря, получили мы Сахарозу. Теперь, конечно, можем талант ей прокачать. Угу. Так, здесь у нас все еще 8, да?
Так, ладно. Не буду тратить пока что. На обычные. Да, собираю. Так. Сахарозе мы, получается, талант теперь можем прокачать. Третий я пока что открывать не буду. Пусть накопится необходимое количество этих сферок. Там же постоянно одинаковое все. Лучше тратить на сезонное. Потому что в скором времени оно уйдет. Может быть, мне все-таки какая-то Клио упадет или что-то такое. Я буду очень даже рад. Так. Кластерное вакуумное поле. Увеличивает количество зарядов навыка. Эксперимент номер 6308 на 1. Активировать. Так. Хорошо, теперь нам надо пропустить время. Так, как минимум до 19. Ну, пусть будет 20-20. Так, Дилюк. Так я не собираюсь за деньги реальные покупать. Зачем? Смысл? Приветствую, мистер Хоффман. Рыцарь Орда Фавониус. Чем могу быть полезен в столь поздний час? Ничем. Просто выдалась свободная минутка. Решил зайти выпить кружечку. Вот и все. А, путешественники. Рад вас здесь видеть. А что, за Мора можно купить что-то? Или за что вообще? Мы вас тоже. У нас такое хорошее настроение сегодня, вот решили прогуляться. Что желаете заказать? Я буду вино из одуванчиков. За звездную пыль. Она у меня есть. А, те самые звездочки. Я понял. Пайман хочет яблочный сок. Но Пайман забыла дома кошелек. А у тебя есть немного денег? Я тоже забыла кошелек. Тогда, боюсь, мне остается только попросить вас вернуться, когда у вас будет чем платить. В таком случае я все оплачу. Не нужно, мы просто сбегаем за деньгами. Покинуть таверну. Так. И что ты от меня хочешь? Привет, подруга. У тебя хороший вкус, раз ты решила поболтать со мной. Я не решил с тобой поболтать, блин, я хочу в дверь выйти. Какого хрена ты ко мне прицепился? Хочешь послушать мою новую балладу? Я вложил в нее всю свою душу. Что скажешь, подруга? Пока. Ухожу. Отстань от меня. Я понял, что ты не сдашься. Так. Блин, я не успел прочитать. О плане? Отвлекся на чат. 15 дают. Да. Про эту звездную пыль я помню. Но если говорят, что пока что не надо тратить, я пока что не буду тратить.
Ничего себе! Ты использовал их все! Это будет эпично. Фу, это же слаймы! Доказательство несуществования полуночного героя. Да, капитан Кэй отличный рыцарь. Хоть и хлопот нам доставляет немало. Нет, так нельзя. Нельзя выставлять своего командира в плохом свете. Если капитан Кэй услышит... Мы вернулись. Мой яблочный сок уже готов? Да, одну секунду. Сэр Хоффман, тревога у боковых ворот. Всем собраться у боковых ворот. А, что произошло? Слаймы, сэр. Слаймы? Они тут кругом. Ты в первый раз их видишь? Никак нет, но... Их там столько, сколько я никогда в жизни не видел. Ну, я не знаю еще насчет прокачки, т.д. и т.п. Сложно сказать. Пока что на этом этапе мне не то чтобы катастрофически нужно какого-то супер крутого перса. Я, в принципе, справляюсь с теми, что у меня есть, так что я не знаю. Пока что не вижу особого смысла тратиться. Неужели это то самое секретное оружие Ордена Бездны? Но ведь у меня тут своя миссия. Разве вы не говорили, что зашли всего лишь на бокал вина? Нет, я имею в виду, что... Значит, вот как ведут себя рыцари Орда Фавониус в экстренной ситуации. Орден Бездны уже стучит в городские ворота, а они только и думают, как бы допить свое вино. Я всегда говорил, что Орда Фавониус не сможет нас защитить. Вы правы, господин Дилюк. Я вас разочаровал. Так, мне пора на задание, но сначала... Путешественник, мне нужно кое-что тебе сказать наедине. А? Тише. Ты ведь знаешь мою миссию. Прошу, посмотри за Дилюком вместо меня. Ни в коем случае не дай ему покинуть таверну. Мне нужно срочно прибыть к боковым воротам. Я очень быстро вернусь. Не подведи меня. Прекрасно. Путь свободен. Да, насчет баланса в новых персонажах и материалах для прокачки персонажей нужно соблюдать. Все-таки это немаловажно и не очень-то и легко. Если все спустишь на персонажа, не будет чем качать персонажей. Не будет чем качать, будет много персонажей, но они все будут слабыми и т.д. и т.п. Так что, не знаю, тут каждый для себя решает. Я, наверное, все-таки оставлю на ресурсы позже для прокачки. Ура, все идет по плану. Мне нужно вернуться раньше Хоффмана. Времени достаточно, но терять нельзя ни секунды. Сразитесь с Орденом Бездны напротив главных ворот Mondstadt. Ну, мне тоже оружие падает время от времени. В принципе, это часто бывает.
Вот и вы. Общение с вами самая простая часть. Ах ты ж гад. А монстры стоят и послушно ждут, пока я подбегу. Типа, нахрен нам этот город, если у нас есть миссия стоять АФК и ждать. Да, если бы мне еще что-то ваше название говорили, я бы, возможно, и порадовался за вас. А так, ну, выпал хороший персонаж, окей. Not bad, как говорят. Старый добрый Дилюк, как всегда вовремя. Пустяки. Некогда болтать. Я не знаю, насколько серьезна ситуация у боковых ворот. Нужно вернуться в таверну. Так, вроде бы никакого дропа с них я не вижу, кстати. Вернемся тогда. Так, возвращаемся в таверну тогда. Ну, не знаю, мне двуручники, наоборот, прикольные. То есть, вот это вот горничная, Дилюк, в принципе, тоже неплохо. Мне они очень даже заходят. Они очень много дэмэджа наносят. Кажется, Хоффман еще не вернулся. Мы успели вовремя. Ситуация проясняется.
Не ожидал, что армия Ордена Бездны на деле окажется кучей слаймов. Вот так сюрприз. Возможно, истребление слаймов – самое подходящее задание для рыцарей Ордена. Мистер Дилюк, прошу вас, проявите хоть немного уважения. Путешественник, а ты чего так вспотела? Так, здесь жарковато. Мы делали приседания. Приседания? Ну почему именно сейчас? Кажется, Хоффман начинает что-то подозревать. Но... Здравствуйте, решите поинтересоваться? Разрешите. Видели ли вы, как мистер Дилюкс сегодняшний бармен покидал таверну? Ой, он расспрашивает других посетителей, нам конец! Мистер Дилюк? Он все это время находился здесь. Понятно. Господин Хоффман, ваше вино из одуванчиков. Когда закончите выпивать, передайте от меня привет рыцарям. О, мне пора идти. Рыцари ждут мой доклад. Вот, возьми это в знак моей благодарности. Странно. Так. Пока что я прохожу сюжетку. У меня особо ничего не открыто. Сегодня будет точно сюжетка, а дальше посмотрим, почему бы и нет. То есть я буду такие стримы проводить. Я уже немножечко поднастроил Discord под Пашин микрофон, так что вполне возможно. Но чуть-чуть попозже. Точно не сегодня. Сегодня уже стримчик идет 1,5 часика, где-то еще полчасика. И я буду заканчивать, плюс-минус. Мне надо еще поработать будет. Мне сегодня надо закрыть полностью спринт. Вполне возможно, что у меня еще будет релиз. Так что сегодня будет очень веселый день. Вот. Да, можно будет, но чуть-чуть попозже. Не сегодня именно. Фух, пронесло. Я все предусмотрел. Все посетители таверны, кроме вас двоих, работники моей винокурни. Все без исключения? Есть как минимум одно исключение. Кэя, что ты здесь делаешь? Я сижу в уголке и наслаждаюсь представлением. Ты был здесь все это время? Верно. Моя любимая часть шоу – алиби полуночного героя. И что ты собираешься делать? Расскажешь все рыцарям? Дилюк, я заинтересован в том, чтобы сохранить твой секрет. И ты это знаешь. Мне было любопытно, как далеко готов зайти полуночный герой Модштата. И ты меня не разочаровал. Мне не нужно тебе ничего доказывать. Естественно. Должен сказать, однако я не ожидал, что полуночному герою понадобится помощь. Прошу прощения, но мы закрываемся. Будьте добры, покиньте помещение. Ладно, ладно. В любом случае, мне на сегодня хватит. И еще. Есть еще одна вещь, которую я хочу тебе сказать. Говори. Я рад, что у тебя появился помощник.
Так. Ну, микрофон вышел из строя, это, конечно, неприятно. Это неприятно. Ну, все-таки без голоса будет немного не то, будет сложновато коммуницироваться и т.д. и т.п. Я как-то попробовал с Пашей побегать без Дискорда несколько стримов назад. И для него это было очень сложно. В принципе, с телефона тоже можно, там же есть Дискорд на телефон. Если нормальный микрофон, то почему бы и нет? Доброй ночи. До скорого. Что он хотел сказать? Это не важно. Спасибо за все. Возьми, это в знак моей благодарности. Ух ты, спасибо, мистер Дилюк. Обычно я действую в одиночку, но мне понравилось работать с тобой. Если тебе что-то понадобится, ты знаешь, где меня найти. Сказки о полуночном герое. Задание выполнено. 60 звездочек дали. Прикольно. Так, сделаем, наверное, быстренько сюжеточки, дейлики. А там дальше будем смотреть, что мы будем делать. Правильно? Дейлики все-таки надо сделать. С них много всего прикольного дают. Плюс есть один сюжетный дейлик, что очень прикольно. Так. Вот это как раз таки сюжетный дейлик. Направляемся к нему. Угу. Да, в самом деле 2 заряда у Ешки теперь. Прикольно. Что же делать? Что случилось? Моя дочь Айлин хочет стать рыцарем Орда Фавониус. Сейчас она готовится к испытаниям. Эх, я так хочу стать ее наставником. Но она не верит, что когда-то я был искателем приключений. Она хочет тренироваться сама. И я никак не могу показать ей, на что способен. Когда у тебя семья и дети, рисковать жизнью в глупых приключениях крайне неразумно. Моя ответственность перед близкими важнее, чем эгоистичное желание приключений. Но в душе я по-прежнему искатель приключений. У меня можно кое-чему научиться. Однажды я заметил, что хиличурлы используют деревянное чучело для практики. Они выглядят достаточно крепкими. Уверен, что Айлин такое бы пригодилось. Ты сможешь достать для меня тренировочное чучело хиличурлов? Конечно же, я щедро вознагражу тебя. Договорились? Понятно. Мне нравится твой подход. Я когда-то был таким же. Когда только вступил в гильдию искателей приключений. Я готов был на все, абсолютно на все. Эх, ну ладно, за дело. Так. Сразу же телепортируемся. И сейчас будем раздавать тумаков. Так, сюда нам
Куда ты убежал, а? Нехороший ты. Бум. Так, мяско. Я вижу там еще несколько хиличурлов. Хочется им врезать и забрать вот эту вот штуку. Так. Какой именно скилл? Вот это вот раскруточка? Ну, я пока что не особо парюсь. У меня есть щиток, плюс в кьюшке у меня есть дополнительные еще щитки, которые выпадают. Так что мне, в принципе, пофигу. Так. Хорошо, возвращаемся тогда. Предел Искателя Приключений. Вы нашли чучело для тренировки? Да. Отлично. Выглядит достаточно крепкими. Если уж хиличурлам не удалось их размолотить, то они точно выдержат тренировки Айлин. Спасибо. Вот твоя награда. Искатель приключений. Так, ну это было легко. И, кстати, что-то сегодня сюжетный дейлик какой-то прям вообще никакущий. Или мне одному так показалось. Прям совсем никакущий. Обычно он намного более продуманный. А так, ну такое. Насчет хайпа может быть. С учетом того, что... Как бы это помягче сказать. Обычно есть такие любители, которые заказывают вообще аниме почему угодно. Реально почему угодно. А блин, отстаньте от меня, дайте ешку поставить хотя бы. Вот был один вообще случай, ну точнее, скорее всего, он даже не один был. Ну, я знаю об одном случае. Было такое аниме, если кто-то видел. Называлось Шукуфуку но Кампанелла. В оригинале, я не помню точно, как оно переводилось. Как, что, к чему. Короче, первоначально это была очень популярная хентайная игра, которая кому-то понравилась. Он такой, а не замутить ли мне экранизацию, блин? И решили сделать экранизацию. По хентайной игре, блин. Присвоили ей рейтинг 13+. По итогу вырезали абсолютно все хентайные элементы.
Да ты задолбал уже, блин. Ты дашь, я тебя убью или нет? Алло. Вырезали абсолютно все хентайные элементы. Вырезали, скажем так, то, из-за чего игра была на хайпе. И оставили только один сверхскучный сюжет. Прям настолько скучный. Чтобы было понятно, меня когда-то очень сильно просили это дело озвучить. И я, получается, ну, даже согласился, типа, ну, чё, люди спрашивают, просят, почему бы нет. И по итогу я пытался озвучить первую серию примерно раз 10. И каждый раз во время того, как я ее озвучивал, в разных элементах, где, когда-то через 5 минут, когда-то через 10, когда-то через 15, я просто засыпал. Вот без шуток, я просто засыпал. Это настолько скучная херня получилась, что это просто капец. Так что я вообще не удивлюсь, даже если объявят экранизацию там через полгода, через год. Если уж Шукуфуку но Кампанелла выжила, скажем так, ее экранизация в виде аниме, то по Геншину, мне кажется, вполне выживет. Блин, я не буду повторять, там очень много. Там уже пересмотришь, немножечко перемотаешь. По идее, ты стрим можешь перемотать, если что. Перемотай к началу рассказа. Я рассказывал про Шукуфуку но Кампанеллу. Это экранизация хентайной игры, с которой вырезали абсолютно весь хентай. Которая была настолько скучной, что можно было легко уснуть во время просмотра. Я уже не говорю во время озвучивания. Во время озвучивания я прям вообще спал сладким сном младенца. А ты задолбал, как ты живешь? Вообще, чё ты спрятался? Спрятался он от меня. Нехороший шарик, блин. Еще неудобно тебя, блин, убивать. Приближается подкрепление. Хорошо. Сейчас я тебе объясню, что ты не прав. Ах ты ж, блин. Хотел уклониться, по итогу сам на эту хрень попал. Окей. Сейчас я добью нехороших этих хиличурлов. Ах ты ж, петушок.
Аниме по Кампанелле было, ну, если назвать его говном, это, наверное, комплимент. Это такая себе, как это сказать, недодрама для маленьких девочек лет 9-10 максимум. Для девочек постарше уже было бы неинтересно. С нереально нудными диалогами, там просто 90% серий это диалоги, притом диалоги вообще ни о чем. Чуть ли не разговаривали: ох, какая сегодня отличная погода. Да-да-да, погода охрененная. Вот, а вчера была не очень. Да-да-да, вот вчера точно было не очень. А завтра будет еще лучше. Да-да-да, наверняка завтра будет получше, но это не факт. Да-да-да, это не факт. Вот типа такого, и это примерно 90% всех диалогов, наверное. Это была такая херня, такая лютейшая херня. Я не знаю, как оно вообще выжило и как его вообще, в принципе, выпустили. А Вова, кстати, Паша, ты помнишь Вову? Вова сейчас, наверное, уже ушел. А Вове, насколько я помню, зашла Кампанелла. Прикинь? Тот самый редкий человек, которому зашла, блин, Кампанелла. Это капец. Фишель? Это? А, это Ноэль. А, Фишель. Ну, Фишель, да, Фишель неплоха. Мне Фишель нравится. Так, поклониться статуе. У меня есть 2, окей. Так, сейчас немножечко подхилимся еще. Мне и Ноэль, и Фишель нравятся. Оба прикольных перса. Lucky Star, я не помню, смотрел или нет. Не-не-не, я же скоро буду заканчивать. Я же пока что бегаю по дейликам, по сюжеткам. Я сегодня на 2 часа всего лишь. У меня нет больше времени. Мне надо будет поработать. Ты. Йо. Зергут. Так, не буду все собирать. Все равно оно бесконечно спаунится. У меня и так хватает всего. А я же говорю, что не надо. Я же не могу квестики проходить нормально. Батя. А вообще насчет Кампанеллы, я вообще не удивлен, что она очень сильно провалилась, с учетом того, что даже неплохие экранизации, такие как те же Needless, как что там было еще, Слэмапати и еще что-то было такое, что было реально прикольным, годным, и все равно провалилось очень сильно. Так что я бы удивился, если экранизация вроде Кампанеллы получилась бы, скажем так, успешной. Бум-бум-бум.
И Фишель у меня 420 стреляет, потому что у нее неплохое оружие. Я же нашел ей оружие и прокачал его. Потому 420. Хотя, в принципе, относительно она еще, сказать честно, очень слабенькая. Ну вот, Вове зашло, он сказал, что это очень годная тема. Это так же, как этот... О, сейчас я вспомню, как называется тайтл. Блин. Забыл, как называется аниме. Короче, напишу после стрима в группе тогда. Я найду у себя в просмотренных. Прям первый сезон... Невероятная годнота, прям настолько годнота, что это капец. Диалоги идеальные, постановка сцен идеальная, сюжет очень интригующий, очень классная атмосфера и т.д. и т.п. Реально охрененный первый сезон. Вот просто настолько, что мне казалось его невозможно переплюнуть. И тут, скажем так, от создателя этого же шедевра, второй сезон с другими персонажами, который является полным говном. Даже если не сравнивать с первым сезоном, если вот просто брать отдельно, это такое говнище. Это, чтобы было понятно, примерно 40-50% диалогов это одна гребаная фраза, которую повторяют все персонажи по очереди, кому не лень. Нет никакого нормального сюжета, нет никакой нормальной загадки. Вообще ничего. Это просто гребаный набор сцен, в которых одни и те же фразы перефразируют и немножечко по-другому переставляют. С первой же серии, вот можно посмотреть первую серию, посмотреть последнюю серию, все, ты ничего не потеряешь. Вообще ничего не потеряешь. Ты посмотришь там за 40 минут 2 серии, все, я посмотрел историю. Все, больше ничего не нужно. То самое чувство, когда в 12-серийном аниме 10 серий лишние. При этом я говорю, Вове, что за говнище? Как вообще такое можно смотреть? Если сравнивать с шедевральным первым сезоном, это же такой нереальный провал. Это такое говнище, такое плохое качество. На что Вова отвечает: не знаю, что ты там это вот, что ты там наезжаешь, а мне зашло. Так что на Вову лучше не ориентироваться. Это так, между прочим. Да-да-да, я напишу обязательно в группе. Я посмотрю просто в My Anime листе и точно скажу. Я реально просто забыл название. Вспомнил. Первый сезон называется Onegai Teacher. Типа, пожалуйста, учитель. А второй сезон называется Onegai Twins. Типа, пожалуйста, близняшки. Что-то типа такого. Вспомнил название. Onegai Sensei советую посмотреть. Очень классное аниме. Очень необычное. И вот прям для 12-серийки это просто сок. Это вот посмотрел, и потом еще будешь вспоминать очень долго о нем. Его подписывали Onegai Sensei, Onegai Teacher. У нас просто в переводе «пожалуйста, запятая, учитель». Вот как-то так. Так, награды поручения. О, неплохо. 22 уровень приключений мы получили. Награда ранга приключений.
И здесь у нас вот такие вот интересности. Запишите себе и обязательно посмотрите. Можете даже в ближайшем будущем. Это реально очень классная вещь. Но только в том случае, если нравится элемент драмы. То есть это не полностью драма. Это немножечко фэнтези. Немножечко романтики. Немножечко повседневности. Скажем так, такая себе жизненная история, которая могла бы в самом деле существовать при определенных обстоятельствах. Но при этом в ней также присутствует драма. То есть, если драма не нравится, может не зайти. Но драмы совсем чуть-чуть, и она уместная и хорошая. Так, смотрим сюда, что у нас здесь. Оп, оп. Потратьте 150 единиц первородной смолы. Ну, смола это вроде бы у нас на данжике. В данжике мы особо не пойдем пока что, наверное. Так, хорошо. Квестики мы доделали. Смотрим, что у нас по времени. По времени у нас стрим идет 2 часа 7 минут. Угу. Да, мы больше ничего не успеем, к сожалению. Ты, наверное, хотел написать убийцу Акаме. Да, я понял. Убийца Акаме или Акаме, как ее называют, в принципе, здесь не важно. Вот. С этим тайтлом вообще отдельная история связана. Я как бы постараюсь не спойлерить для тех, кто не смотрел. Короче, выходила манга, да? Выходила манга, была достаточно популярна, решили по ней экранизировать аниме. Притом достаточно длинная относительно. Вот. И по итогу манга еще не закончилась. А в аниме они хотели ужаться в 1 сезон. По итогу они договорились с автором. Как бы, типа, он им шепнул, чем это дело должно закончиться. Чтобы они закончили примерно так же, как закончилась манга. Точнее, закончится. Потому что манга продолжала выходить после того, как аниме-сериал уже закончился. То есть что-то подобное, что было с «Игрой престолов», когда Джордж Мартин рассказал заранее концовку и все ключевые моменты, которые должны быть в последней книге, для того, чтобы экранизировали это все дело в виде сериала. Вот, мы знаем, чем это все дело закончилось. В «Убийце Акаме», ну, примерно так же закончилось. В том плане, что они очень это все скомканно сделали. Но по итогу все очень сильно бомбили, никто не знал, что это на самом деле настоящая концовка, хоть и немножко в другом виде. И все очень сильно бомбили из-за того, что всех персонажей поубивали и кое-как закончили историю. Но потом, как только закончилась манга окончательно, автор признался уже в том, что концовка в аниме на самом деле истинная в аниме-экранизации. И что он примерно, так и планировал это все дело первоначально закончить. Просто в самой экранизации очень сильно сократили первоисточник, то есть сократили саму мангу. Вот как-то так. Так что, если бомбила по поводу концовки, то это почти настоящая концовка, почти. Чуть-чуть с изменениями, скажем так, с неточностями, т.д. и т.п., но она примерно схожа с первоисточником. Вот. Да. Никаких квестиков больше мы не успеем пройти, так как время у нас поджимает. Еще буквально немножечко пообщаюсь с вами. Скажу в 2 словах, раз вам зашло, так скажем, говорить по поводу аниме, наверное, что я сделаю. Как будет время, я перерою My Animalist, посмотрю вообще, какие тайтлы мне очень сильно зашли, которые я могу посоветовать вот прям must have посмотреть, и напишу тогда этот список вам в группе в ВК. Там уже посмотрите, что зайдет, там
посмотрите, пересмотрите, потом уже напишите, что посмотрели, что уже смотрели до этого, что нашли нового, интересного для себя и т.д. и т.п. Обменяемся тогда чем-то невероятно интересным. Я думаю, и для вас будет прикольный такой интерактив. Найдете для себя что-то очень прикольное. Ну и, в принципе, для меня это тоже несложно, так как я все самые интересные, самые классные аниме отложил в мой лист. Виолет Эвергарден не смотрел, если честно. Там будет куча тайтлов, но в основном все тайтлы, которые там будут, тайтлы, которым не меньше 5 лет. Потому что последние 5 лет я не очень пристально следил за онгоингами в аниме. Так что будут тайтлы постарше, но при этом там будет очень много всего прикольного. Вот, в общем, напишу тогда попозже этот пост. Также напишите свои рекомендации, уже там пообщаемся в группе, чё о чем, т.д. и т.п. Может, там еще голосом пообщаемся на следующей трансляции. Следующая трансляция, я не знаю, если честно, когда будет. Может быть завтра, может быть послезавтра. Я не знаю. Надо выделить под нее время, это первое. Второе, надо пораньше встать. Сегодня я очень поздно встал, из-за этого график весь сбит, очень поздно запустился и т.д. и т.п. Вот, как-то так. Окей, напишешь еще тогда в ВК, чтобы не забыть, потому что, зная мой склероз, если я не добавил в My Anime List, то я, скорее всего, про это забуду. Это такой себе списочек, куда можно там отмечать, какие серии посмотрел, какие не посмотрел, что хочешь посмотреть, не хочешь посмотреть, что дропнул и так далее и тому подобное. Такой себе лист анимешника, можно так сказать. Вот, хорошо, все. Тогда буду точно уже заканчивать на этом. Надо идти работать, уже почти 7 часов по моему времени, блин. Мне всего лишь полчасика максимум, чтобы поработать, тогда надо будет выходить. Так что надо спешить. Все, всем огромное спасибо, кто пришел на трансляцию. Жду вас и на следующей трансляции. Обязательно. Надеюсь, что вы придете. Также всем спасибо, кто будет смотреть это видео в записи. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписались. Есть YouTube, есть Twitch. Смотрите, где удобнее стримы. Но весь контент будет выходить только на YouTube. Также есть группа ВК, есть группа Telegram. Тоже под стримом будут ссылочки. Там можно пообщаться со мной, можно посмотреть информацию по стримам, можно посмотреть информацию по видосам и по всему прочему. Вот. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. До скорого. До следующего стрима или, возможно, видоса. Пока.